Добрый день, уважаемые зрители и слушатели. С вами я, Борис Марцинкевич, и сегодня в гостях неизменный руководитель, создатель, главный редактор и много других титулов замечательного портала «Нефть Капитал» Владимир Бабылев. Здравствуйте. Поговорим мы, как обычно, о нефти и о капитале. Нефть у нас есть, капитал у нас куда-то пропал. Перенесено заседание ОПЕК. И как вы думаете, с чем это связано? С приходом Трампа, который обязательно обвалит цены на нефть или поднимет цены на нефть? Вот что происходит? Растет спрос, не растет спрос? Там стреляют, здесь опять какие-то танкеры под санкции попали вообще. Вот совершенно непонятно. Я думаю, у стран-участниц сделки ОПЕК+, и без Трампа проблем хватает. Как мы видим, нефть колеблется в пределах $70, и никакие события, ни война, ни хуситы со своими ракетами, которые взрывают танкера направо и налево, ни арабо-израильский конфликт, ничего не может заставить нефть выйти на заветную планочку хотя бы $80. Лучше, конечно, 100, но в ближайшем будущем это явно не предвидится. И, соответственно, если мы посмотрим на прогнозы, то прогнозы, они такие условно позитивные, но из серии вот когда-то будет хорошо, но явно не сейчас. Потому что те оценки, которые мы видим, говорят о том, что спрос есть. Спрос растет, но слишком медленными темпами. И более того, скорее всего, наверное, я так думаю, что проблема ОПЕК плюс прежде всего не в Трампе, а скорее всего в Китае, потому что спрос в Китае пока до конца не восстановился. Плюс Китай буквально на днях опубликовал новую энергетическую стратегию, где страна рассчитывает сделать акцент на энергетическую безопасность, что подразумевает опору на свои собственные ресурсы. Там заложена большая программа по развитию столь любимой Байденом и столь ненавидимой Трампом зеленой экономики. Поэтому пока вот каких-то факторов, которые бы позволили нефти резко прыгнуть выше того уровня, который мы сейчас видим, их просто не наблюдается. Военная премия в цену уже заложена. Спрос растет, но слишком медленно. И поэтому неудивительно, что лидеры ОПЕК+ обсудили этот вопрос и решили пока отложить обсуждение вопроса об увеличении добычи. Причем, соответственно, вот буквально на днях эту тему обсудили лидеры ОПЕК+, собственно, те страны, которые добывают больше всех. Владимир Путин поговорил со своим коллегой в Саудовской Аравии, проконсультировались с Казахстаном, и, в общем, стало понятно, что в ближайшее время ничего экстраординарного в рамках ОПЕК+ не произойдет. Все эти сплетни, которые нагнетает Всемирное информационное агентство, один Bloomberg сказал, он же АБС, был назван Казахстан внутренним врагом ОПЕК+. Вот, я помню, совсем недавно такой лозунг прошел. Казахстан взорвет всю сделку, потому что он будет наращивать объемы до невиданных просто размеров. А давайте мы вспомним, кто, собственно говоря, добывает нефть в Казахстане. То есть, понятно, месторождения казахские. А кто является акционерами этих месторождений? И тут выясняется интересная вещь. Там сосредоточились все основные мировые мейджоры. И, собственно говоря, они являются бенефициарами этой самой добычи. А если мы вспомним, что буквально на днях начали говорить лидеры крупнейших нефтяных компаний после вот этого лозунга Трампа «Бури, детка, бури», они как бы деликатно намекнули, что бурить это, конечно, здорово, только видите ли, в чем дело, товарищ Трамп. У нас есть акционеры, которые рассчитывают на определенную прибыль. А если всю эту прибыль мы загоним обратно в бурение, то что мы в итоге будем иметь? Акционеры не получат прибыль сейчас, потому что все деньги мы у них отберем и закопаем в землю. А главное, чего мы этим добьемся? Мы добьемся тем, что нефти будет много, и стоить она будет мало. Вот такого подарка наши акционеры явно от нас не ожидают. Поэтому ожидать, что Казахстан резко взорвет сделку ОПЕК, наверное, не стоит. Потому что, во-первых, объемы добычи не настолько масштабны, чтобы взорвать сделку. Во-вторых, акционеры, скорее всего, этого не допустят. И в-третьих, у Казахстана в последнее время есть определенные проблемы с добычей на крупных месторождениях. То есть планы-то есть. Другое дело, что выполняются они медленнее, чем хотелось бы. То есть здесь отложили, тут немножко сократили, здесь немножко недоинвестировали, поэтому надеяться на то, что Казахстан вдруг станет таким фрондером и скажет: все, я взорву сделку ОПЕК, по-моему,
По-моему, это нонсенс. Не, ну на самом деле, так, если от нефти отвлечься, вот у меня есть завод, я выпускаю сапоги, собираю свою прибыль, строю еще 2 таких же завода, чтобы стоимость сапогов стала ниже. Но для потребителей это, конечно, хорошо, они будут очень рады. Ну и, собственно говоря, сама идея, что Трамп приносит присягу исключительно для того, чтобы уронить цены на нефть. Я понимаю, что на него почти 1,5 миллиарда болельщиков будут хлопать в ладоши, я имею в виду граждан Китайской Народной Республики, они скажут: Дональд Фредович, вы наш президент, вы лучший. То есть, на самом деле, если так политическую подоплеку добиться того, чтобы твои нефтяники стали добывать нефть в больших объемах, чтобы снизить цену, радуется Китай. Поднимаешь цену, радуется Россия. То есть, с одной стороны, хорошо быть Дональдом Фредовичем. Тебя всегда кто-то любит. Либо те, либо эти. Так что мне кажется, что и с этой точки зрения, вот какая стабильность создалась, ну, такую, видимо, и будут поддерживать. Ну да, если же говорить серьезно, то мы видим оценки, кстати, должен сказать, что не только ОПЕК делает осторожные, но тем не менее положительные оценки роста спроса на нефть. Даже МЭА в последнее время пересмотрел свои оценки и сообщил о том, что таки да, действительно спрос растет, как это не печально, и, в общем, наверное, будет расти в будущем. Ну, а если ориентироваться на тех, кто у нас является лидером отрасли, то и глава Сауди Арамко, крупнейшей в мире нефтяной компании, и, собственно говоря, глава ОПЕК, все они говорят о том, что пика спроса на нефть не наступит никогда. Потому что так или иначе все равно экономики растут, потребление энергоресурсов растет, и зеленая экономика пока не может заместить углеводороды так, чтобы можно было рассчитывать на то, что все, нефть больше никто потреблять не будет. Ну а если эти уважаемые состоятельные люди, которые могут себе позволить за свои-то деньги получить адекватные прогнозы роста своего бизнеса в будущем, говорят о том, что рост будет, ну, наверное, может быть, имеет смысл к этому прислушаться. У меня вообще впечатление, что потихоньку зеленая истерия сходит на нет. Если мы посмотрим, кто приезжал в Баку на вот эту экологическую, хотел сказать, тусовку, сам себя остановил на важную экологическую встречу. Там столько лидеров не приехало, настолько, по-моему, все уже утомились от вот этой зелени. Может быть, связано это с тем, что происходит с экономикой Европы, с энергетикой Европы. Они добились высочайшей стабильности. Есть ветер — хорошо, нет ветра — плохо. Как в том анекдоте, вот банан сам упадет, когда ветер будет, а если ветра нет, будет голод. Так что, может быть, и опять же, количество менеджеров, которые выходят из всевозможных зеленых проектов, водородных проектов, куда-то исчез накал вокруг хранения углекислого газа в подземелье, вот как-то все это потихонечку. Водородопроводы куда-то у нас потихоньку вправо. Все, кто в них участвовал, требуют увеличения государственной помощи, как будто не понимают, что сейчас все государства обязаны все свободные деньги перекачивать в Киев. То есть элементарных вещей не понимают. Так что, мне кажется, какая-то стабильность будет, а уж будет рост или нет, ну, естественно, зависит от того, как с экономикой пойдет. Китай Китаем, но у нас есть еще вот Индия со своими планами расширения нефтепереработки. У нас есть совершенно недружелюбный к нам Эрдоган, который Турция уверенно вышла на 3-е место по потреблению российской нефти. И понятно, что там по сидению на 25 стульях одновременно. Да, равных им нет. Эрдоган просто в жюри. Там, он уже не соревнуется, он уже вышел из этого возраста. Так что, мне кажется, стабильность какая-то есть. А вот что у нас в России? Как у нас вот? Хорошо ли нам здесь, на нашем внутреннем рынке нефтепродуктов? Ну, на нашем внутреннем рынке нефтепродуктов присутствует стабильность. Стабильность заключается в том, что рост происходит, и, собственно говоря, он стабилен. И это хорошие новости. Да, абсолютно стабильно. То есть нефть дешевеет, дорожает. У нас нефтепродукты спокойно идут в рост. И модель, которую сформировало наше Министерство финансов, а именно оно руководит у нас нефтяным сектором, просто великолепно. Ну, а что тут можно поделать, если у нас как бы уровень налоговых изъятий для, ну, не будем брать все отрасли, мы в данном случае за нефтяников боремся,
Уровень налоговых изъятий для нефтяных компаний по-прежнему увеличивается, поэтому надеяться на то, что бензин вдруг подешевеет, совершенно невозможно. И я, кстати, напомню нашим телезрителям, что вот вы платите на бензоколонке определенную сумму, помните про то, что в этой сумме, которую вы платите, порядка 70% это налоги. То есть, соответственно, растут налоги, соответственно, растет сумма. Ну и все эти истории про наших невероятных нефтяных олигархов, вот просто не вдаваясь глубоко в подробности, вот 100% стоимости нефтепродуктов. 70% это Министерство финансов. Чуть не сказал Силанов, с трудом себя сдержал. Остаются 30%. Вот в этих 30% добыча нефти, предварительная подготовка, доставка на нефтеперерабатывающий завод, переработка, доставка до нефтебаз, хранение в любом случае имеет место быть, доставка до АЗС, продажа с АЗС со всеми обычными налогами, налогом на прибыль, на собственность, всеми зарплатными налогами, так скажем. Вот они все в 30%. То есть даже если очень сильно на них обидеться и заявить, что давай ты сбросишь цену на 10 рублей, ну вот кто-то из них перестанет работать, потому что им просто не хватит денег. На мой взгляд, очень удачная модель, она замечательно выстроена. Хорошая такая копия с Европы, что, ну, если посмотреть по, ну, как сравнивать государства. Ну, берем Испанию и Россию. Почему не быть одинаковой налоговой системе? Там тепло, и у нас тепло. Берем Данию, она огромная, и Россия маленькая, поэтому, конечно, своя налоговая система не нужна, намного удобнее ее скопировать, и результат будет превосходным. Кстати, маленький нюанс по поводу, давайте скинем цену на топливо на 10 рублей, то, о чем вы говорили. Видите ли, такие эксперименты, в принципе, уже проводились. Вот когда был топливный кризис летний, когда не хватало топлива, где-то его не было вообще, цены росли просто какими-то бешеными... Прошлогодняя вся эта история. Когда цены росли бешеными темпами, вот как раз нефтяные компании тогда по очень большой просьбе не то чтобы скинули цены, но, по крайней мере, они не дали им расти выше. У нас же рынок как работает? Компании производят топливо, потом оно продается через биржу нефтепродуктов, Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу. И даже если продается мимо биржи, то все равно в договоре присутствуют биржевые цены. Да, потому что внебиржевой индекс, он также учитывается, закладывается вот в общий этот индекс того, сколько должно стоить топливо в опте. Дальше, поскольку у нас АЗС, они в основном не являются биржевыми игроками, у них свой бизнес, они продают топливо в розницу. Поэтому они покупают это топливо у специальных биржевых игроков и биржевых трейдеров, которые покупают на бирже топливо в их интересах. Ну и, соответственно, все это потом транслируется в цену в рознице, то есть цену на АЗС. Соответственно, если цена в опте такая, какая она есть, и дальше каждый к ней еще свою небольшую маржу должен взять, потому что люди же должны как-то зарабатывать. Они же не могут просто перекладывать там деньги из кармана в карман, ничего на этом не зарабатывать. Получается следующая ситуация. Даже если они хотят зарабатывать, придет РЖД и все сберет. Совершенно верно. И в итоге складывается следующая ситуация. Независимые АЗС, которые не имеют нефтеперерабатывающих заводов, своей добычи, то есть которые ориентируются только на бизнес в рознице, им некуда вот эти вот потери, которые они имеют на этом бизнесе, куда-то закинуть в добычу там, или в переработку, в экспорт. Получается следующее. Крупные нефтяные компании, у которых есть вся цепочка производства топлива и его продажи, снижают цены или останавливают их на каком-то уровне, их заправки начинают торговать в убыток, но для них это не является большой проблемой, потому что, во-первых, все наши основные крупные нефтяные компании зарабатывают прежде всего не на продаже топлива в розницу, а на продаже нефти на экспорт. Вот их основной ключевой бизнес. И, соответственно, тем более, что налог на экспорт благополучно равен нулю. С 1 января 2024 года верно. Мы завершили большой, великий, гигантский, не знаю, какой там еще, налоговый маневр. И получается следующая история. Крупные компании снижают цену, торгуют себе в убыток, но они это переживут, потому что у них есть
этот самый великий бизнес в виде продажи нефти на экспорт, что, соответственно, покрывает все затраты, издержки, потери на рознице. А вот независимая АЗС, особенно если, например, это не какая-то крупная сеть, а, условно говоря, там 2, 3, 4 заправочки, вот они продают потребителям топливо, и оказывается, что с каждого литра топлива они уходят в минус как минимум на рубль. То есть вы заправились там 30 литров, вот им минус 30 рублей. Замечательный бизнес. И говорят, ну, елки-палки, давайте тогда мы поднимем цену так, чтобы это было маржинально, чтобы мы хотя бы в ноль выходили. И складывается следующая ситуация. Там стоит заправка крупной компании и стоит независимая. На независимой цена топлива 60 рублей, на заправке крупной нефтяной компании 58. Как вы думаете, куда поедет потребитель? И получается замечательная ситуация. Они выставляют цену так, чтобы выходить хотя бы в ноль, но к ним никто не приезжает. Ну или разве что кофейку попить, если у них такая опция имеется. Ну, в общем, неплохо выстроен рынок. Абсолютно логично, абсолютно красиво. Есть соглашение, протокол Козака в 2018 году. Крупные нефтяные компании договорились с тогдашним вице-премьером, отвечавшим за развитие топливно-энергетического комплекса, о том, что цена на стеллах не должна расти выше, чем инфляция. Вот крупные нефтяные компании себе это могут позволить, поскольку есть дополнительная подушка безопасности. А у маленьких, собственно говоря, два варианта. Либо нарушать соглашение Козака, но пресекается просто тем, что у тебя цена окажется дороже, чем у крупных компаний. Либо ты, ну и, соответственно, придет Федеральная антимонопольная служба с вопросом, а почему ты не соблюдаешь вот такое соглашение. Если ты продолжаешь торговать в минус, то есть купил дороже, продал дешевле, месяца через 2 приходит налоговая инспекция с вопросом, куда ты, сволочь, налоги прячешь. Да. Кстати, интересный момент. Когда заключался этот протокол, собственно, все его подписали, потому что нефтяным компаниям тогда сказали, если вы не подпишете этот протокол или будете действовать не в рамках этого протокола, вы доиграетесь и мы запретим экспорт. Напомню, экспорт у нас сейчас запрещен. Возникает вопрос, а если одна из сторон, так сказать, нарушила договоренность и сделала то, чего она обещала не делать, то, может быть, второй стороне тоже можно уже как-то... Минфин – это святое. Да, согласен. Тут нельзя. Здесь зона интересов Минфина, туда никто не ходит, никто никаких вопросов не задает, а если задает, получает ответы. Сейчас прекрасное время вложиться в недвижимость. Специалист? Специалист. Ничего не скажешь. Другое дело, что... Нет, я все понимаю. Минфин у нас сейчас такая вот как бы фискальная... Даже не знаю, как назвать это, хтоническое существо. В общем, некий фискальный цербер, который ищет любое возможное место, где можно еще подсобрать налогов. Потому что надо, потому что время тяжелое, потому что бюджет требует, расходы растут и так далее. Но я вот тут задумался, у нас же подобных ситуаций в стране на всем протяжении ее истории, во-первых, да и, собственно говоря, за этот 21 век было достаточно много, когда все время было трудно и требовалось принимать какие-то экстренные, не совсем простые решения, но почему вдруг это мне так только кажется, или это действительно так? Именно сейчас у нас происходит такая ситуация, когда о будущем мы не думаем. То есть нужно бросить все сейчас в топку текущих проблем, не думая о том, как будет в будущем. Но просто если мы сейчас выдавим всех буквально до капельки, то возникает вопрос, вот опять же, а что мы будем инвестировать в будущее развитие, в фонд будущих поколений и фонд развития той же самой нефтегазовой отрасли? Ну, на мой взгляд, тогда ситуация изменится кардинально. Если мы выдавим все досуха, у нас прекратится рост ВВП, начнет расти безработица, и тогда у нас появится возможность сказать: уважаемая Европа, ты была права. Мы сломались, дай нам денег. И сразу все проблемы решаются, и никаких вопросов вообще не возникает. Мне почему-то, у меня нет экономического образования. Я всегда думал, что если Министерство финансов, то это финансисты, которые думают о том, как вложить, чтобы был стабильный доход, пусть не гигантский, но на несколько десятков лучше лет вперед, если ты финансист. А когда собирают деньги, чтобы заткнуть текущие отверстия, ну это либо Министерство отверстия, либо просто бухгалтерия.
На мой взгляд, так ведет себя бухгалтер. У него написано, по каким статьям он обязан платить, он не спрашивает, какие там планы у генерального директора, он просто рассчитывается с государством, все. А после этого там будет фирма жить или выпишет выходное пособие, ну это уже дело другое, главное перед государством отчитались. Но у меня вообще складывается ощущение, ну, судя по ответам на различные финансовые вопросы, которые звучат в последнее время, складывается ощущение, что те, кто дает ответ на эти вопросы, они сами не очень уверены в формулировках. То есть за всем этим есть некий такой подтекст, ну, мы точно не знаем, почему так получилось, но получилось как получилось, а мы постараемся с этим что-нибудь вот сейчас сделать. Ну, вопросы и ответы у нас великие предшественники в советские времена сочиняли анекдоты, которые думали, что они смешные, они на самом деле очень философские. Дорогая Индира Ганди, Леонид Ильич, это Маргарет Тэтчер. Сам вижу, что Маргарет Тэтчер, но ведь написано. Я понимаю, что из-за того, что мы повышаем налоги, у нас растут цены на нефтепродукты, соответственно, вырастают цены абсолютно на все, потому что без транспортных услуг мы ничего не можем делать. Ни производством заниматься, ни услуги оказывать. Даже если у вас, простите, складской бизнес, люди на склад все равно приезжают на машинах, значит, вы им будете вынуждены увеличивать зарплату и так далее, и так далее. Они видят. Но вот написано, что МВФ написал, что надо действовать вот так. Поднять ставку, поднять налоги, еще поднять налоги. Налоги желательно поднимать 3-4 раза в год, лучше там каждые 2 месяца какие-то отпускать, какие-то поднимать. Тогда это, конечно, гарантирует, что никакие внешние инвесторы прийти не могут в принципе. Потому что, ну, если кто-то из дружеских стран решает, что надо в России что-то построить, он смотрит, как вот инвестиционный план надо составить. Недвижимость, оборудование, персонал и так далее, что с расходной частью, что у нас с налогами. С налогами вот так, а ты на той неделе говорил, что вот это, ну и что? Но это ж когда было, на той неделе. Кстати, по ходу спрошу, а напомните мне, пожалуйста, а какие налоговые ставки в соседней дружественной Белоруссии? Не налоговая, но ставка рефинансирования в Центральном банке Беларуси на день сегодняшний 8,5%. То есть, в принципе, если мы говорим о союзном государстве, то вот источник абсолютно надежного финансирования. Простенько и со вкусом. Можно перейти сразу на белорусские зайчики, удобнее вынуть. Ну да, чтобы 2 раза не вставать, как говорится. В любом случае, это в 2,5 раза дешевле, чем получать кредиты сейчас в России. Очень удобно. Да, и хочется заметить, что вот по ставке рефинансирования Россия сумела выйти на почетное 3-е место после Венесуэлы и Турции. Так себе сравнение, если честно. Ну, в тройке лидеров. Ну, надо же чем-то гордиться. Вот у нас, вот мы можем еще вот так. Ну да, то есть Венесуэла с практически напрочь легшей нефтегазовой промышленностью, и Турция, где с нефтегазовой промышленностью все не очень, потому что открытий много. Там и Эрдоган, и министр энергетики с фамилией Байрактар регулярно заявляют об открытии огромных запасов. Обычно перед выборами. Обычно, да. Но тем не менее, пока вот Турция является хабом, я, кстати, наконец-то понял, что такое газовый хаб, а также нефтяной. Это место, через которое можно прогнать свои ресурсы. После этого они перестают быть российскими, и их можно продавать дальше в Европу спокойно. Ну, собственно говоря, Турция на этом прекрасно по традиции делает. Ну, это не открытие сегодняшних дней. Есть страна в Юго-Восточной Азии, у которой объем добычи нефти меньше, чем объем экспорта. И Иран здесь ни при чем. Иран здесь вообще мимо проходил. Я уж не хочу называть вслух страну, а то бизнес поломается. Но судя по их отчетности, какой-то объем нефти они вынуждены добывать и его экспортировать, а какой-то объем нефти не добывается, он самотеком идет. Просто бочки подставляешь, ну и потом куда их девать, конечно, приходится вывозить. Всем спасибо за внимание, вам спасибо, что нашли время к нам заглянуть. Спасибо. До свидания.